Сегодня снимаю видео по многочисленным просьбам новичков. Как мне сказали: Наталья, снимите урок для чайников. Но не будем никого обижать. Кто-то со мной уже работал, кто-то только присоединился, а кто-то увидит это видео впервые. И я перефразирую. Сегодня мы пройдем этапы работы вот от такой заготовки до такой заготовки. Покажу некоторые варианты работы, которые я усовершенствовала, и покажу вариант работы, специфику работы с тканью, которая не тянется вообще. А сейчас приступим. Для работы я буду использовать заготовку из двух половинок, прозрачную, и диаметр заготовки у меня 8 сантиметров. Можно также использовать заготовку непрозрачную, круглую, но это в том случае, если ваша ткань не просвечивается. Она у меня просвечивается, поэтому в данном случае я беру именно прозрачную заготовку. Теперь заготовку я буду подклеивать, и клей наношу вот на вот эту впадину, которая находится на заготовке. Использую я для этого универсальный клей Уху. Для работы, чтобы облегчить работу, я беру аппликатор. И теперь свожу верхушки и подклеиваю. Если вы работаете с круглым шаром, конечно, ничего подклеивать не надо. Для вешалки я использую ленту 3 мм и беру отрезок 20 сантиметров. Складываю вешалку красивой петелькой. Вот. И теперь продеваю в наше отверстие. И завязываю края. Делаю узелок. И затягиваю. И теперь эту петельку нам надо протащить на другую сторону. Вот так я хватаю и ровненько слежу за тем, чтобы все ровненько легло. Вот я ее протащила. И пока у меня нагревается пистолет, я петельку протащу через колпачок. Вот этот узелок я подклею вот сюда. И даю закрепиться. И теперь подклеиваю сам колпачок. Наношу клей. И просто его ровненько опускаю. И даю закрепиться. Теперь вопрос, как же рассчитать отрезок ткани. Покажу вариант, который работает на любом диаметре шаров. Я беру любую ленточку, вот, оставляю небольшой зазор. И вот так по шару снова и также небольшой зазор. Вот у меня получается, это будет размер ткани. Это у меня получается 29, ну возьмем 30 сантиметров, чтобы уже не ошибиться. Поэтому отрезок 30 на 30 вам пригодится. Вот у меня примерно вот 30 сантиметров на 30. Для того, чтобы собрать полотно на макушке, я использую обыкновенную нить, сложенную в несколько раз. Можно использовать тонкую ленту. Эта ткань у меня практически не тянется, поэтому укладывать складочки надо сразу красиво. Их потом можно утянуть, но не так много. Вот я держу, положила шал посередине, и теперь складываю достаточно вот такие большие складки. Вот как вы видите, с одной стороны придерживаю шар, переворачиваю, все держу. У многих шар ускакивает. Ничего, немного практики, и у вас все будет хорошо. Вот, складываю большие складки. И вот тут одну большую перехватываю. И теперь со второй стороны. Также вот так складываю. Вот вы видите, достаточно большие складочки. Это чтобы у нас все красиво легло. Складочки можно одну на другую, ничего страшного. И вот так все собираю. Теперь перехватываю рукой и беру нитку, один край держу и вот так все затягиваю. Затягиваю сильно. Поэтому я беру нитку в несколько сложений, потому что время от времени ее можно порвать. И завязываю 2-3 узелка.
И вот вы видите, ткань уже практически вообще хорошо легла, но в любом случае надо немножко их проработать. Они получаются вот достаточно крупные, но за счет того, что ткань тонкая, они как бы хорошо ложатся. И вот так все утягиваю. Тут совсем мало утягивается, но все же надо это сделать. Я проработала один раз и сейчас еще раз вот так туго-туго затягиваю и завязываю еще 2-3 узелка, чтобы все держалось. Еще раз вот так пытаюсь все затянуть, хотя тут вот вы видите, все отлично затянулось. Теперь самые вот такие края отрезаю. Отрезаю, но ткань не выкидываю. Я буду делать цветочки, и вот эта ткань послужит мне листиками. Поэтому по возможности вот так самое крупное отрезаю и, конечно, сохраняю. Ну, теперь уже все вот так режем. Держим ножницы прямо, не вот так, а именно прямо. Вот равняемся по верхней платформе. Отрезаем самое крупное. При этом аккуратно, чтобы не порезать вешалку, иначе вся ваша работа на смарку. Вот, вы видите, у меня тут ровная платформа. Так, зажигалку возьму. И теперь вот так же ножницы держу прямо, не вот так, чтобы случайно не подрезать ткань, и она у вас выскочит, и тогда тоже вся работа на смарку. Вот так ровненько отрезаю. Еще раз проверяю, чтобы вот здесь у меня сверху была ровная платформа. И именно равняемся вот так вот. Ножницы держим не вот так. И все подрезаем, чтобы у нас все было идеально, ничего лишнего. И, конечно, стараемся ничего отрезать, чтобы у нас ничего не распустилось. Теперь я беру зажигалку, также вешалку сохраняем. И вот так вот все обрабатываю огнем, все, можно сказать, запаиваю. И вот вы видите, получается такая ровная платформа. И продолжаю работу. Если сверху что-то, вот так также все. И вот получается ровная, красивая платформа. Вот бывает, остаются вот эти мелкие ниточки. Я беру кусочек скотча и все собираю. Все получается чистенько. Теперь я беру ленту с петельками. Она у меня 5 миллиметров. Вместе вот с этими петельками 7. Если у вас ее нету, можно использовать простую ленту. Также будет защищать от того, чтобы клей не разошелся по ткани. И первую ленту я буду клеить на месте стыковки. И если раньше я вот так подклеивала, все это было именно вот так, то сейчас все вот эти швы я подклеиваю вот сюда к макушке. Поэтому я беру клей. Можно использовать горячий клей. Я воспользуюсь в данном случае универсальным клеем. И наношу на ленту немного клея. Обязательно его вот так размазываю, чтобы он у меня не вытек. И вот нанесла клей, пальчиком поправила на месте стыка, и вот здесь даю закрепиться. Можно даже прижать вот так пинцетом и дать закрепиться. Вот еще раз покажу, вы видите, здесь у меня 3-4 миллиметра подклеено на макушку. Теперь, когда у меня закрепилось, я устанавливаю на что-то, чтобы мне было удобно работать. Также беру клей, наношу на ленту. Я наношу достаточно много, но затем его вот так распределяю, и он у меня не выходит из-под ленты. И вот так под натяжением подклеиваю ленту. Вот она у меня подклеивается. И продолжаю работу. Если вдруг у вас случилась вот такая беда, как у меня клей, то берем спирт. Вот у меня куплен в аптеке. Я беру салфеточку или ватку. Вот. И начинаем чистить. Пока свежий клей, он растворится. Вот, начинаю чистить. И вот вы видите, практически все ушло. Но это надо делать, пока все свежее. И здесь пока вот пятнышко, но когда высохнет, ничего не будет видно. На второй стороне также измеряем.
Оставляем небольшое 3-4 миллиметра. Обрабатываем край и все подклеиваем. Также поднимаем вот эту верхушку, край ленты к верхушке. Вот, и все, даем закрепиться. Если у вас дизайн, как у меня, на 4 стороны, то ленту подклеиваем под 90 градусов от каждой стороны. Также не забываем про вот эти края. И снова, так, забыла отметить, если вы клеите в первый раз, то лучше воспользоваться булавками. Вот вы вот так положили ленту, смотрите, все ли у вас ровно, и подкалываем по краю ленты булавки. Только не насквозь, а вот просто вот так, чтобы не получилось так, что потом остались у вас дырочки. Вот, теперь я нанесу клей. Я подклеиваю уже без булавок, сразу на глаз. Но если вы работаете недавно, то, конечно, надо воспользоваться булавочками. Я также наношу клей, размазываю его вот так. И теперь придерживаю пальчиком и вот так по краю булавок подклеиваю. И продолжаю работу. Верхнюю ленточку я подклеиваю горячим клеем, так намного быстрее. Вот, при этом вот эти маленькие петельки у меня вот распределяются по низу игрушки. Размазываю клей и под натяжением подклеиваю, чтобы спрятать все и закрепить вот эти наши ленточки. Лишнее обрезаю, обжигаю и подклеиваю. Для декора я использую цепочку 2,5 мм и жемчужную цепочку 2 мм. Вот так она смотрится. И сначала я задекорирую верхнюю часть. Я измеряю, сколько цепочки мне надо, и отрезаю 3 такие полоски. Это для верхушки. Теперь 3 цепочки я склею вместе. Можно, конечно, подклеивать каждую отдельно, но я склеиваю их вместе. Здесь на отрезке, это у меня от пластиковых коробок осталось, я вот так 3 цепочки вместе склеиваю. Укладываю. Теперь пододвигаю все, выравниваю и даю закрепиться. Я беру клей и прямо вот так обильно наношу на верхушку. Вот вы видите, достаточно много его тут наношу. И вот так распределяю. Теперь беру цепочки. Вот прям пинцетом 3 штуки сразу. Так, где у меня был тут? Вот здесь склейка. И вот укладываю. И теперь просто вот так укладываю все цепочки по краю. И вот сюда подношу все. Сейчас натяну их и затягиваю. И даю закрепиться. Для верхушки я использую стразы 16 номер. Почему 16? Вы видите, как можно меньше места остается. Если использовать чуть крупнее, то там очень много видно зазоров. Поэтому я беру стразы, снова клей. И вот сюда наношу клей. Много клея. Так, с одной стороны придерживаем вешалку. Вот так прямо обильно. Так, у меня еще не подклеилось, а я уже сразу вам все показываю. И теперь беру стразы и вот так укладываю. Чуть-чуть дадим закрепиться клею, и тогда все сразу подклеивается. И вот вы видите, все вот так покрываем стразами. И у нас практически не видно ничего. И продолжаем работу. Снова беру цепочки, но теперь уже склеиваю цепочку
жемчужную цепочку и еще одну цепочку. Также все выравниваю и даю закрепиться. И вот показываю верхушку. Вы видите, что практически ничего не видно. Все у нас закрыто. Снова беру клей и наношу на ленту. Вот, наношу тоже достаточно много, но сейчас наношу где-то 1 сантиметр. И вот тут у края, вот тут, где лента, где цепочка, наношу побольше. Это для того, чтобы склеить все вместе. Вот я беру аккуратненько и вот так вот сюда все подклеиваю. И прижимаю пинцетом, даю закрепиться. Теперь я придерживаю, вот я специально камеру подвинула, так, что-то у меня цепочка зацепилась. Вот, и наношу клей. Сейчас вы увидите, сколько я клея наношу. Вот, очень много, но стараюсь его вот так вот размазывать. И теперь беру среднюю цепочку, укладываю ее посередине. А вот эти укладываю по краям, ну, 1 миллиметр, не доходя до этой цепочки. Вот. А теперь пальчиком вот так соединяю все. И сверху. И вот вы видите, все закрепляется, и все получается у нас ровненько-ровненько. Даю закрепиться, снова перехватываю, держу цепочку, вот где она тут склеилась. Остальное отодвигаю. Можно в любую сторону, в какую вам удобнее. Снова наношу клей. Так, размазываю его. Укладываю цепочку. 1, 2, 3. И вот так пальчиками все выравниваю. И продолжаем работу. И вот здесь также вот нам надо все подклеить. Лучше подрезать на одно звено больше, чем меньше, и вам не хватит. Вот все вот эти края, здесь все должно соединиться именно вот с этой верхушкой. Следующую цепочку начинаем подклеивать снизу, не от верхушки, а именно снизу. Вот у меня уже тут 3 цепочки вместе. И также аккуратно укладываю. Вот, и пододвигаю к цепочке, чтобы клей склеил все вместе. Вот, все укладываю и даю закрепиться. Вот вы видите, все вплотную. И теперь продолжаем работу так же, как мы подклеивали предыдущую цепочку. Наносим клей, размазываем его, растягиваем и также укладываем одну цепочку, по краям другие. Пальчиком все прижимаем и выравниваем. Даем закрепиться и продолжаем работу с одной стороны и со второй. Если вам кажется, что где-то что-то криво, пока все свежее, вот так ногтем можно все подправить. И вот такие заготовки у меня получились. Здесь, как я уже говорила, вместо ленты с петельками можно использовать простую 5 мм ленту. Конечно, здесь также можно делать 2 дорожки стразовой цепи, а не 3. Это кому уже как нравится. Я ставила сюда жемчуг, так как у меня это будет с другим комплектом, чтобы сочеталось. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. И, конечно, продолжение следует. Творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока.